Всем привет! Блин, едем с Марьяном за моей запчастью. Ждал я уже третью неделю, жду, у меня сплошной какой-то попандос с этим Амазоном. Еду уже в магазине, заказал. Оказывается, все это было проще и быстрее. Тут рядышком возле нас, пару километров, магазин, заказал, сказали, приезжай завтра. Вот она, граната. 50 евро. Я вам говорил 14 кому-то, хрен там 14. Вот это все я завтра должен буду поменять. Купил я плюс-минус за 100 евро. Граната получилась все-таки 50, не 14. Элла, поздоровайся со всеми. Скажи привет. Но мы возвращаемся на работу. Итак, кто видел последнее видео, покрасили мы фасад, но у нас же еще есть задняя часть. Ну и почему-то мне показалось, что самое время было бы показать здесь, с чего оно начиналось. Вот это буквально первый день, второй, когда я сюда пришел, и с чего здесь начиналось. Вот, чтобы вы понимали, кто не видел еще, новым зрителям, не было ни окон, ни решеток, ничего. Здесь была такая душевая кабина, какие-то стены пристроенные, провода, в общем, ну вот сами оцените, чтобы вы видели разницу, что сейчас и какой объем работы здесь был проделан. Я вспоминаю свое чувство, у меня был страх, я не знал просто, с чего же начать. Вот такой вот дом. Работы. Ну вот этот такой вход, въезд. Черти что здесь с этим надо наводить порядок. Деревья фруктовые, летом что-нибудь, какую-то фрукту можно поесть. Груша. Проблема с грушей. Как всегда, половина осыпалась. Удовольствия я от нее не получил. Вот они все какие-то были вот такие вот больные. Вот эта каждая вмятина, она сама по себе твердая. Есть совсем неприятно. Половина съели осы. Половина съели черви. В общем, груши я поел, ну, почти ничего. И моя семья тоже. Так, попробовали. Удовольствия мало, хотя забот, я тоже ее и поливал, и обрезал. И, в общем, ночами не спал, боялся, что дед у меня все пообрывает здесь. Лучше бы он их пообрывал. Но он умный, даже не пришел за грушами. Оказалось, что черви тоже очень любят персик. По-моему, эти черви любят здесь все. Съел я 1-2 получервивых, что валялись тут. Короче, персиков мы только видели издалека. Вот это была офигенная слива. Вся такая красивая. Ну, то есть, когда они зеленые были. Думаю, блин, наемся. Опять. Только они начали созревать. Что-то их все меньше стало становиться. Опять. Полузеленые или полуспелые. Их начали есть черви. Вначале я вам, помните, говорил, что, блин, 20 лет живу в Италии, никогда не видел фруктов с червями. Ну, то есть то, что продается в магазинах. Думаю, а тут черви, блин, класс, натурпродукт. Короче, эти черви сожрали все. Половину сожрали осы, половину сожрали черви. А в чем кайф такого сада? То есть мало того, что за ним надо ухаживать, вот это вот все, сейчас же еще покажу. Вот это же я молодец, да? Вот это все пообрезал. Теперь-то это надо все куда-то оттащить, потом где-то сжечь. Вот это опять надо обрезать все, что оно растет. Ну, блин. Ну, вот как это жрать, если она уже непонятно, кто там сидит и живет. Ну, так вот я и порадовался урожаю. Ну, и кто помнит, не помнит. Здесь у соседа курятник. Короче, деревья без фруктов, курятник без кур. Вот он у нас, курятник. Он говорит, что завел, кто-то их сожрал. В общем, такое. Сад большой, радости много, а пожрать нечего, блин. Единственное, нормальное, говорю, дерево, что я и то зелени наелся с Марьяном. Это вот это вот была слива. Все остальное какая-то беда. Думал поехать домой, а может еще поехать. Опять пришла. Слушай, может у тебя глисты? Вот это воровка.
Что ты бегаешь? Знаешь, что, блин, шкодишь только шкодишь. Кругами бегает, как это. Мне еще плетку надо, как в этом, как в цирке будет. Я часто видео начинал с въезда в ворота. Ну, может, кто-то не помнит или не знает, что ворот-то здесь изначально вообще не было. Я их долго искал, хотел купить уже готовые, так сказать, ну, бэушные. Ничего я не нашел, пришлось мне их делать самому. Уникальная свалка такая была в саду, это было что-то. Я до сих пор в шоке от того количества мусора. Почему я вам показываю ворота? Потому что это первое, что я сделал в этом доме. Кстати, опять же, новые зрители, кто не знает, это мой сын Юра. Кое-какие работы еще для него остались, так что какое-то видео сниму вместе с ним. Ну, еще раз скажу, что меня больше пугал мусор. Я просто, понимаете, я дома ремонтирую, квартиры ремонтирую. Ну, с таким количеством мусора я просто не знал, чего делать и как это все слаживать. Проблема была в том, что его еще и надо было как-то сортировать. Вы понимаете, сидеть здесь и сортировать мусор, блин. Ну и скажу, почему были большие проблемы с сыростью в доме. Вот эти такие душевые кабинки. Все по полу затекало, здесь внутрь полно воды. То есть я сначала боролся с этим. Ну, конечно же, после мусора. Ну и сейчас мы плавненько перейдем, до чего же мы доработались и к чему же мы пришли. Надо было видеть лица этих хозяев этого дома, когда они приехали с Амстердама, красивейшего города, вот, и смотрели, что они купили. Понимаете, они же не покупали по картинкам вот это вот. Они покупали нормальный дом с окнами, с дверями. Я вот это вот показываю, потому что вчера мне в комментариях написали: «Да крыша там плохая, это все там течет по стене, вода ручьем». Ну вот посмотрите, что тут раньше ручьем текло. Тут текло внутрь дома со всех дыр, сверху, снизу, сбоку. Как будто все продумали, как бы посильнее залить и испортить этот дом. Здесь еще была, видите, там одна дверь, но мы ее заделали. Света сказала, что мне не надо отсюда выходить или заходить в салон. Напомню, что эти решетки я тоже нашел бэушные, ну, тоже и здесь меня, так сказать, обосрали. Ой, тюрьма, ой, и все такое. Ну, знаете, Свете подходит, и главное, что сюда уже просто так не залезешь. Ну, хотя, сами понимаете, какого вора остановят какие-то решетки или окна. Тем более в такой глухой зоне. Вряд ли тут даже и соседи придут посмотреть, если кто-то будет что-то пилить и стучать. Ну, а сейчас мне остался этот уголок, тоже он был такой мокрый, ужасный. Надо его отремонтировать. Это мы уже заделали, этот слив. Guarda che casino questi gente fatto. Presa sta qua. Per attaccare questa qua, caldaia. Ha messo l'interruttore. E poi mettere l'interruttore qua per accendere qua. Perché non mettere presa qua, attaccare questa direttamente di qua e senza questi giri. E tu stacca e attacca direttamente. Non arriva il filo? Non arriva il filo su. Arrivo fino a qua. Questo filo deve attaccare qua. E qua mettere presa per qualcosa e basta. Non è che... Fai, leva, fai. Questo. Ma sono quelli? Работу с электричеством я уже, в общем-то, закончил в основном, но это вот одна точка осталась, висяк такой. Я уже давно купил и коробку, и розетку, и все такое, осталось только установить. Ставлю эту новую, потому что там крышки не было. И надо мне будет здесь сделать еще. Вот эту опять забыл купить курву. Ну, курва, это поворот называется. С той трубы и пустить его куда-то сюда. Сейчас Марьян чуть подшаманит хоть как-нибудь эту колонну, бы она совсем никакая. И такое, пару мелочей. Ну и здесь хочу тоже поставить, закрыть эту дырку верхнюю
этими панелями тоже, что у меня есть, остались алюминиевые. Ну, там особо и проводов-то нету. Два провода, большая слишком коробка. Просто здесь были раньше вывод шел на вот этот шкаф. Там какая-то кухня должна была быть. Сколько им тех кухонь надо было, не знаю. Ну, хотя бы человеческий вид будет у этого всего. Кстати, этот фрегат я вывел, оставил, но не знаю, зачем он вообще вам не нужен. Ты его сюда отпущу, привяжу-то и все. Он тоже будет на всякий случай, идет внутрь квартиры в коробку. Да, там хомутик найду. Ну вот, все, что я поменял. В общем, не подошел у меня этот выключатель. Вот это вот вся и беда этих сейчас новых. Надо четко смотреть, чтобы своя фирма была. Это к другому. Ну и все. Колдая работает. Так, тут есть. Кози довериться, как говорят в Италии. Ну, если надо будет, откроем, соединим. Пока не надо. Здесь. Вот так должно быть. Tu mi dici adesso seconda volta fare qualcosa? No, è molto peggio. Ho visto morsetti, questi morsetti fatto io con Yuri. Con le fascette. Марьяна эти провода мучает, он бы их с удовольствием все обрезал. Половину я и так уже там порядок привел, я не знаю, может что там и надо еще. Devi tagliare proprio questo. Vai ragazzo, vai. С той стороны фасада это уже была последняя установка трубы, и мне останется только вокруг окон темной краской покрасить. И еще не все, еще решетку вот эту надо будет покрасить. Ну, уже свою Валю попрошу. А то у нее сейчас работы мало, чего бы нет. Пусть сидит, играется или стоит. Так что тут так и получается. Вроде бы уже все. А еще это, а еще это, а еще то. Блин, еще есть купа всяких мелочей. Ну и тоже напомню, когда я сюда пришел, здесь трубы не было. И вся вода вон сверху лилась прямо на угол. Стоит и стоит. Все. Ну и давайте еще раз на цвет посмотрим. До меня прям одна женщина вчера допарилась, что это грязный цвет, и все. Я с ней спорил. Нет, она говорит, это цвет грязи. Может, дальтоник человек, не знаю. А вечером этот дворик вообще такой уютненький получается. Он даже не покрашенный уже был уютненький. Там еще фонарь висит, когда свет включаешь, так классно. Конечно, вот эта стена справа, ну, ужасная. Ну, наверное, пока мы ее так и оставим.
Опять же, на нее надо деньги, и просто так ее не заштукатуришь. Эта туфа ни черта не держит на себя. Moon in the sky, I'm looking at the moon in the sky. This shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind, I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? When my fears are worse than ever, when the night goes on forever, when I'm losing track of time. Where are you now? When I need you more than ever, when I ain't got shit together, let me know just where you hide. Where are you now? Why aren't you holding me in the midnight hour, saying I'll be fine? Where are you now? Why aren't you here with me, here to calm me down in the midnight hour? Stare into space, it's blinding but I can't look away. The stars connect a million ways, but I see you. Ooh, a light year away, I'm reaching but I can't touch your face. The distance gonna make me insane, it's so cool. Where are you now, when my fears are worse than ever, when È the brutto? night goes... Quale ti ho detto io? Oh, anche questo è brutto però. Sì, questo voglio fare, questo tubo. Questa non deve vedere, guardare Fai qua. vedere la gente che... Я fai говорю, на vedere эту qua. сторону не надо смотреть, Vedere потому qua. что зачем нам смотреть на хреновую сторону, когда у нас есть красивая сторона. Блин, теперь эта антенна как прыщ, блин, ржавая. Хоть бери ее либо отпили, либо покрась. Все. Слава богу. Здесь остались кое-какие мелочи. Все закончено. Marian, questo tubo, adesso si vede brutto, эта труба теперь, блин, стрёмно выглядит. When I'm losing track of time, where are you now? When I need you more than ever, when I ain't got shit together, let me know just where you hide. Where are you now? Why aren't you holding me in the midnight hour, saying I'll be fine? Where are you now? Why aren't you here with me? Так, пока мы отдохнем от этой краски, мне надо поставить на место эту крышку. Уже, блин, 2 месяца или сколько. Кто не видел это видео, как чистили эту яму, я вам оставлю ссылку. Потому что многие не посмотрели. Пошло говно по трубам. Коль, я пойду отсюда. Нам надо поставить ее на место. Она, Ma сука, dobbiamo pulire qua un po'? тяжелая, как я не знаю что. Еще и полна воды. Show. Show, dobbiamo pulire show? Un po' o no? Un po' sì.
intorno questa terra. Allora vado a prendere un po'. Come? Così. Così, ecco, così. Adesso lascia piano piano, lascia giù. Adesso basta. Эта крышка просто тяжеленная, блин. Но нам надо поставить, чтобы эти 3 дырки были более-менее на своих местах. Чтобы в следующий раз они просто туда шланги засунули и все. Они хотели, чтобы я вырезал там вообще еще один люк, чтобы им удобно было. Короче, у меня и так полно работы. Главное ее поставить на место. No, tira fuori quella. Attento mani. Dai. Adesso sta bene, no? Ancora vuoi girare? 10 Se centimetri. vuoi girare, leva questo e rimettilo là. Ходим вокруг и так, и сяк. Особого упора нету. Поднять не поднимешь. Чуть-чуть сдвинуть ее. Ну ничего, в конце Марьян разозлился, сдвинули. Ну пока мучаемся. Piccone. Oh, che trovato. Guarda, penso come cazzo in questa casa non c'è questa cosa. Hai visto? Мне было удивительно, что в этом доме нету вилл. Во, пожалуйста, нашел тут. No. Одна голова хорошо, а две всегда лучше. Però al centro non era. Ecco che lavoretto. Oh, Hai visto? finito. Dovevo venire da Romania io per mettere questo tavolo. Senza romene non facciamo un cazzo. Per questo io ti do regalo. Prendi, Macchinette. prendi regalo. Questi erano ricchi? Grazie capo. Eh, Questo è il regalo di Natale, no? guadagnato, sì. Il regalo di Natale questo. Sì, O guadagni per adesso io pulisco con acqua. O per Natale mi porti panettone, questo è per qua. Come vuoi. Questo è per qua, per questo lavoro, no? Sì, Vabbè, sì. grazie Ok. capo, grazie. Ah, Grazie prego, mille capo. Prego. Tu sei contento? Sì, contentissimo, grazie. Скажу я вам так, я же начальник, у меня будет покрасивее машина. Так что, блин. Mariano, senti, tu non arrabbi se io ho preso per me più bella macchina. Questa grande, no? Eh? Ti regalo questa grande io. Guarda che bella. Oh, ma quella è vecchia, ti regalo questa. Questa? Questa è macchina nuova, ti regalo Eh. questa, no? Che cazzo? Regalo. Eh. Abbiamo due Che ci fai con macchine. questo? Dove entri tu? Eh. Dove fai la spesa? Ah, Dove metto la fammi spesa? vedere chi è più bello. Dove metto la spesa? Metti qua vicino. Ah, facciamo parcheggio qua, Mariano. Uno qua. Scherziamo, però questi erano ricchi. Знаете, такой немного в шоке. Для меня это такой большой кусок работы. И вот именно конец. Это самое главное. Вот Марьян буквально там самые конечные уже точечки домазывает. А у меня просто даже не хочу больше ничего делать. Уже часа 3 я бы собрался и к чертовой матери домой. Я все-таки сделал этот дом.
Фу-ху. Да, вот дофамин настоящий. Когда ты знаешь, что тяжело, не верится, маленький кусок за маленьким куском, и потом просто бах, и все готово.